Продолжение жизни после смерти биологического тела и возможность общения с усопшими – это неоспоримые факты, многократно получившие железные доказательства, многие из которых мы разбирали в других видео канала и наших книгах «Жизнь после жизни есть, я знаю», и еще обязательно продолжим разбирать в дальнейшем. Вместе с тем, любому, кто соприкасается с этой темой, критически важно понимать: это новая для человечества сфера исследований во многом пока непознанной области, и потому довольно опасная для тех, кто не обладает знаниями и подходит к ней безалаберно. Прошу сейчас понять меня верно. Я не пытаюсь никого напугать и отвадить от изучения этой области, как делают, например, многие служители различных религиозных культов. Нет, так называемый потусторонний мир не только можно изучать, но и нужно, так как он хранит огромное количество бесценных даров, способных привести человечество к процветанию и воцарению на земле режима справедливости, добра и любви для всех. Однако непознанное по своему определению всегда представляет опасность для всех, кто пытается с ним соприкоснуться и познать. Просто в силу непонимания определенных законов, ограничений и отсутствия сформированных, понятных и проверенных правил техники безопасности. Многие явления, прежде чем были изучены, стали понятны и безопасны для человечества, привели к огромному количеству жертв. Коммуникация с мертвыми не исключение. С одной стороны, люди обладают понятным и логичным желанием разобраться в этом вопросе. Горюющие страстно желают установить связь со своими перешедшими на тот свет любимыми. С другой стороны, не желая тратить время и силы на правильное изучение этой темы и получение комплексных системных знаний, они рискуют попасть в беду. Это касается не только паранормальных знаний, но и любых других. Так, если вы возьмете бензопилу и не изучите правила ее использования и технику безопасности, риск того, что вы отпилите себе руку или ногу, начав использовать ее, возрастает многократно. А если при этом вы еще будете использовать ее для распиливания не деревьев, а бетона, тем более. Точно так же все обстоит и с потусторонней коммуникацией. Бездумное использование ее без знаний и не по назначению закономерно ведет к проблемам. К примеру, в середине прошлого века приобрел популярность массовый спиритический инструмент контакта с потусторонним миром, известный как доска Уиджа. Это доска, на которую нанесены буквы алфавита, цифры, слова «да», «нет», «здравствуйте» и «до свидания» со специальной планшеткой-указателем. Этот инструмент не утратил своей популярности и ныне. Используется он в основном бездумно, неосмотрительно, на праздниках и вечеринках в качестве развлечения подвыпивших гостей. Механизм доски прост. Считается, что каждый пятый человек в мире обладает зачатками сверхчувственных способностей психики, слабым медиумизмом. Я убежден, что на самом деле у каждого из нас есть такие способности в разной степени развитости. Усопшие могут видеть сквозь завесу между мирами человека с такими способностями. Они называют это светимостью. У большинства светимость слабая, у некоторых средняя. У настоящих медиумов и экстрасенсов светимость очень сильная. По светимости мертвые идут, словно на болотный огонек в тумане, и выходят к человеку с медиумизмом, получая возможность общаться с ним. На сильную светимость мертвые, особенно с низших уровней мироздания, слетаются как мотыльки на свет электрической лампочки. Когда за стол с доской Уиджа садится несколько человек, вероятность того, что среди них окажется обладатель слабого медиумизма, приближается к 100%. Мертвые видят человека с медиумизмом и реализуют коммуникацию, которая, в свою очередь, посредством неосознанных мышечных движений выражается через доску и складывается в слова и предложения. Поэтому сеансы с доской так успешны и почти всегда приводят к впечатляющим результатам. Светимость есть, планшетка движется, слова и предложения с того света приходят. Надо сказать, что Уиджа – это некорректный перевод российских локализаторов.
Никакой Уидж не является изобретателем этой доски. Такого изобретателя вообще не существовало. Уиджи, Оуджа, Оуя и прочие коверканья безграмотных переводчиков и создателей глупых фильмов ужасов, незнакомых с темой, также являются ошибочными. Все гораздо проще. Оригинальное название доски – это два совмещенных слова «да» из французского и немецкого языков «oui» и «я». На самом деле доска Уиджа – это доска Уия. Как видите, лучшие традиции горе-локализаций и некорректных переводов зародились у нас в стране еще очень давно и живы до сих пор, являясь причиной искажения названий и смыслов практически каждого переведенного на русский язык фильма, сериала или мультфильма. Но что-то я, как истинный синефил, отвлекся. Вернемся к доске. За последние 100 лет доска Уия, ее эффективность и ее влияние на связывающегося с потусторонним миром человека были довольно неплохо изучены специалистами. Выводы этих исследований не в пользу доски. В абсолютном большинстве случаев сеансы связи с загробным миром с ее помощью просто бесполезны, так как привлекают в основном только духов из наиболее близких к Земле низших духовных сфер. Эти духи ничего не знают, имеют низкий уровень развития сознания, зачастую намеренно лгут, сквернословят, пугают и вводят коммуникаторов в заблуждение, представляясь другими, обычно знаменитыми, умершими личностями. Но иногда неумелое использование доски может приводить и к серьезным нарушениям в работе психики, изменению личности и даже возникновению симптомов шизофрении. Из книги доктора Карла Викланда «30 лет среди мертвых», которую я рекомендовал вам в одном из предыдущих видео, мы узнали, что духи из низших сфер могут внедряться в сознание живущего человека. Чаще всего из-за непонимания произошедшей с ними после смерти физического тела перемены, но иногда и злонамеренно. Доктор Викланд утверждал, что большинство психических заболеваний – это случаи такой одержимости, которые поддаются лечению через изгнание непрошенного духа, а именно объяснение ему сути произошедшей с ним перемены при помощи медиума. Эксперименты и лечение пациентов, проводившиеся им на протяжении 30 лет, подтвердили его теорию. Инициируя спиритический сеанс через доску Уия, коммуникатор открывает свое сознание и по своей воле впускает туда представителей духовного мира. Среди них могут оказаться вполне себе дружелюбные, которые воспользуются приглашением, а затем покинут коммуникатора, а могут явиться и низшие, вульгарные и недоразвитые сущности, избавиться от которых станет неподъемной задачей. Ничего удивительного в этой ситуации нет. По сути, с ней знаком каждый, еще живущий в физическом мире. Не зря же все соседи игнорируют опустившегося алкаша Петровича, живущего в 68-й квартире. Стоит хотя бы раз вступить с ним в разговор, и затем каждый день он будет вылавливать вас по пути на работу или с работы домой, зацеплять языком и рассказывать свои душещипательные, но обычно выдуманные истории. А вы, не желая показаться невоспитанным и жестоким человеком, будете бесполезно тратить на него свое время. Затем этот человек начнет вас раздражать и бесить, и все может закончиться неприятной сценой, в которой вы проявите себя не с самой лучшей стороны. Низшие сферы духовного мира наполнены подобными личностями. Алкоголики, наркоманы, преступники, убийцы, воры, помешанные на богатстве, жестокости и насилии люди коротают там свои унылые дни и цепляются за любую возможность взаимодействовать с физическим миром и живущими людьми. Никто не желает видеть подобных гостей в своих домах. Удивительно, но факт. Используя доску Уия и ей подобные спиритические инструменты, люди по своей же воле открывают двери своего дома для этих ужасных сущностей. Как я уже сказал, совершенно понятно и закономерно желание общаться со своими ушедшими на тот свет любимыми, родными и близкими. Но я обнаружил, что для реализации этой, безусловно существующей возможности,
Вовсе нет никакой необходимости прибегать к использованию опасных оккультных инструментов или помощи любых других посредников, медиумов, экстрасенсов и прочих сенситивов, истинных или прикидывающихся ими. Достаточно остаться в одиночестве в темной комнате, очистить свое сознание от негативных эмоций, от эмоций горя и отчаяния, наполнить его светлыми эмоциями, сосредоточиться на усопшем человеке, представить его улыбающийся образ, собрать всю свою любовь, отправить ее ему и начать мысленно общаться. Как показали мои личные опыт и эксперименты, ответ при использовании такой методики поступает мгновенно, и вы точно знаете, что это не какой-то случайный дух из низшей сферы, а ваш родной человек, поскольку ваш телепатический посыл имеет исключительно адресный характер и также адресно возвращается, минуя любых непрошенных гостей. Можно просить ушедшего в загробный мир близкого человека о знаках и посланиях, физических или символических, и они будут поступать. Можно обращаться за советом в той или иной ситуации, и посредством телепатии он будет даваться. Со временем и достаточной усердностью контакт будет интенсифицироваться и развиваться. И вскоре общение через завесу станет таким же, каким было при физической жизни – постоянным, приятным и позитивным. И самое главное, в нем не останется ничего паранормального. В дальнейшем мы еще обязательно поговорим о том, какие конкретно нужно предпринимать защитные меры и техники безопасности, чтобы коммуникация с потусторонним миром никогда не причинила вам никакого вреда, а доставляла одно лишь только удовольствие и радость. Мораль же сегодняшней прослушанной вами лекции проста. Обширные знания и понимание любого познаваемого предмета – основа безопасности. Как и спички детям не игрушка, в силу того, что они не понимают, как с ними обращаться, чтобы это не привело к пожару, спиритизм не игрушка для всех, кто не занимается этим профессионально, не подходит к этому с научной точки зрения, не изучил теорию и не ознакомился с теми инструментами безопасности, которые известны на данный момент. Существуют гораздо более простые и безопасные способы общения с нашими переехавшими в мир той стороны любимыми, нежели доска Уия. От нее и прочих оккультных инструментов с неизвестными побочными эффектами лучше держаться подальше. По крайней мере до тех пор, пока вами не освоены комплексные, системные и достоверные знания о жизни после жизни, об устройстве потустороннего мира и обитающих там существах, которые мы обязательно и передадим вам на нашем канале, если вы будете достаточно внимательны и усердны в их освоении. Всего вам самого лучшего, дорогие друзья, а на сегодня все. До новой встречи послезавтра на том же месте в тот же час.